Добрый день, дорогие друзья! Вот сегодня мы с вами будем разговаривать о том, как сделать приспособление для росписи яиц горячим воском. Здесь у меня стоят список тех вещей, которые я вас просила вчера подготовить. Для начала я вам хочу показать настоящее вот такое приспособление, которым расписывают яйца в Украине. Называется оно писачок. И вот такой каминчик, которым мы плавим воск для росписи яиц, ту, которую мы будем с вами делать. Но эти вещи нам сегодня не пригодятся, потому что мы все делаем из подручных материалов, которые есть у нас дома. Итак, вот ложка. Я уже ее согнула. Вам придется сделать с вашей ложкой то же самое. В ней мы будем плавить восковые карандашики, цветной воск. Для чего нужна банка с водой или бутылка? Для того, чтобы скотчем вот в таком положении примотать ложечку. Но вчера, когда я пробовала создать это приспособление, я обнаружила, что мне даже не нужно ничего приматывать. Вот я просто вставляю скотч, и у меня получается вот такой бассейн для воска, который мы будем плавить. Сюда мы подставляем свечечку, ее зажигаем. Придется определить высоту, на которой должна быть расположена ложка, поскольку воск может закипать, а нам это не нужно. Он должен быть просто расплавлен. Для этого нам придется либо поднять чуть повыше, либо опустить чуть пониже. И желательно свечку, конечно, поставить на тарелочку. Дальше у нас восковые карандашики. Я вам сейчас покажу, что мы с ними будем делать. Дальше у нас баночка с красками. Краски я еще пока не разводила. Они у меня только приготовлены. Наверное, можно бы было сделать вот такую проволочную. А если вы покупали любой набор для раскраски яиц, у вас, скорее всего, она тоже имеется. И самое главное, наше перышко, которое мы будем расписывать. Сегодня я вообще хотела попробовать расписывать простой палочкой. У меня для росписи яиц есть вот такая, можно сказать, почти профессиональная, с пистончиком металлической шарик. Но основная масса детей расписывает вот такой булавочкой, которая воткнута в палочку. С ней нужно просто обращаться аккуратно, потому что пластмасса плавится, и она становится, деформируется, и она становится плоской, что на самом деле совершенно не мешает росписи яиц. Итак, вот мы практически с вами приготовились к росписи яиц. Осталось только иметь вареных пару яиц и зажечь нашу свечку. Как я уже предупреждала заранее, оставлять одних детей за этим занятием нельзя, поскольку мы работаем с открытым огнем, поэтому берите яйцо для себя, делайте палочку новую для себя и расписывайте яйца вместе с вашими детьми.